Извиняюсь. Так, сейчас начнем. Окей. Угу. Ну что ж. Так, вроде бы нормально. Так. Ну, всем привет. Погнали дальше. Да, включаемся в игру. Вспоминаем. В пески Карака пошли. Там меня Твердорех ждет. Сразу же моментально включаемся в игру как профи. Да. Какая же сволочь. Мясо улетело. Ну ладно. Так, а как лечиться мне вообще? Был бы у этого способ лечения, цены бы не было. У него такая идея вообще. Господи, я вдруг осознал, что у этого билда даже, ну, под скилл типа гнезда нету. Только понял.
Ну, блин, короче, этот билд менять надо. Он вообще не рабочий. Ни в коем случае не рабочий. Hey bro, you're really good at this. I'd love to join your next stream at me on DC Brain Bastiman 45 so we can set up a time, can't wait to chat. Ага. Yes, of course. Sure, man, sure. Так. Возьмем это. Чат, кстати. Сейчас, сука. Угу. Ладно. Ау. Окей. Совсем забыл, что у меня есть такая способность. Так, тут понятно. Ага, а что внизу? Ау.
А, я вообще наверху. Ну да, тут стоять же негде. И все, там больше ничего нету. Ну ладно. Да блин, ну я же ударил. А. Так, хорошо. Была бы тут скамейка рядом. Да ёпта. Отлично. О, твердорех, наконец-то. Отлично. Теперь, по идее, можно прокачать оружие. Ну, пошли отсюда. Стоп. Вон. Окей. Ну, блин. Так, я же все сделал? Да, все сделал. Отлично.
Сейчас тут еще и нафармим нормально. Хотя, по идее... А, не, все правильно. Не, лучше... Да ладно. Прямо над шипами убил его. Плохо. Второй страж работает. Красава. Все, поклонились ему. Все, давай. Пока что. Да блин, ты серьезно? Ты меня своим сраным колокольчиком попал. Отлично. Так. Ага. Хорошо. А, я забываю. Да, блин. А, ну вообще внизу. Так. Ага, и тут наверху. Buenera.
Сударь, я принесла ингредиенты для вашего блюда. Наконец-то, мой господин иссыхает от голода. Посмотрим, что за дары ты принесла. Так, твердорех. Залежавшийся и пресный, вы считаете? Но если смолоть его в тончайший порошок, кислый вкус этого плода раскроется в полной мере. На этом мое обещание исполнено, сударь. Все ингредиенты доставлены. Надеюсь, теперь вы сможете приготовить трапезу, а я получу за свои старания масло. Получишь ты свое масло, девчонка, но сначала научись ждать. Блюдо должно быть приготовлено безупречно, дабы пробудить моего господина и насытить его. Итак, позволь мне явить мое искусство, стань свидетельницей появления на свет яства, аромат и вкус которого поразили бы Фарлум даже в пору его рассвета. О, прикольно. Вкус, аромат, консистенция, все идеально. Блюдо достойно лучших пиров Фарлума. Мой великий господин, вы столь долго томились в ожидании, дабы вкусить это безупречное блюдо. Присоединяйтесь же к нам и отведайте его. Ну, кто там? Что это за красавчик, интересно? Прекрасные вкусы Фарлума. Желание исполнено. Жесть, он жирный. Накормите досыта великого гурмана. Нифига. Похоже, ваш господин доволен, сударь. Пришло время отдать мне то, что вы обещали. Ну-ка. Да, все сделано. Блюдо приготовлено и подано. Блюдо, соответствующее утонченным желаниям моего господина. Блеклая безделица твоя, забирай ее и уходи. Моему господину нужно время для размышления. Я должен подумать новые вкусы. О, найс. Так, светлое масло. 9% игроков сделало это. Обжора. Найс. Достойное достижение, достойное. Оставь нас. Ну ладно. Бывайте. Я же пойду сделаю супер-пупер мега ствол. А, я пойду лучше наверх. Так, оп. А, кстати, надо бы... О, что, у тебя что-то есть? Ты пропитан запахом прошлого. У тебя есть реликвия для меня, не так ли? Yes. Да, это отлично впишется в мою коллекцию. Посмотри, что у меня есть. Драуба Бруя. О, привет, Тундра. Резное изваяние Килалт, ткача пути, на котором начертана молитва. О, благословенная и милосердная Килалт, та, что, зная о грехах наших, о бренности нашей, о слабости нашей, все равно дарует нам свою защиту. А сколь велик твой ум твой, что печешься ты о создании столь ничтожных. Приказ для хора, распоряжение хирурга. Благочестивый скончался при наложении шелкового шва и отказывается воскресать. Совершен грех, никаких обрядов не разрешать. Труп кремировать, прах собрать. Проходил ГОСТы в Сашимо.
Нет, кстати. Еще не 7. Мне еще больше реликвий прошлого. Свитков, печати, идолов. Соберем всю историю мира и спрячем здесь, где она будет в целости и сохранности. Ну, как-то пробовал, точнее, как-то хотел пройти, но так и Советую нет. пройти Ващи Чукина. Надо будет. Я еще и сам на самурая похож. Я сам недавно начал проходить. Короче, когда у меня волосы будут достаточно длинные, у меня будет прям тут... как его... Вот так вот смогу собирать, как самурай. Вообще будет. Буду играть. Считай, косплей будет. Я добыла еще масло булавника. Это было непросто. Но если оно поможет моему клинку, значит я старалась не зря. Ну Еще больше с масла. Какая невероятная удача. Столь невиданный дар. Да еще и в столь неслыханном количестве, полученный одним единственным жуком. Можешь дать мне масло страницы, быть может, еще парочку бусин за мои неустанные старания? Позволишь ли мне всему булавнику вновь сотворить чудо с твоим клинком? Да мать твою. Что ж, нет так нет. Ну ё-моё, у меня нету 50 нету. Запертые звонки, да. Чей давай, Минбрадом, бро, удачи. Давай, пока. Спасибо, что Бардом. заходил. Хорошо. Яйцо королевы. Припасы для костяной низины. 80. Давай. Товары для лагеря у подножия, откуда начинается пилигримский путь. Очень-очень надеюсь, что доставка пройдет как надо. Так. Значит, я тупо бегу вперед. И лечу вниз. Давай. С двойным-то прыжком это вообще изи будет. Как оно? Всем привет. Блин. Привет, Муглард. Здорово. Нормально. Тут курьерской работой занимаюсь. О, сударь, я принесла припасы из города колоколов наверху. Они должны помочь вашему лагерю и обитателям. О, жители будут безмерно вам благодарны. Многие из них приходят сюда, не имея за душой ничего, кроме собственного панциря. Припасы, что вы доставили, немного облегчат им жизнь. Найс. Вы проделали большой путь. Возьмите бустин в качестве благодарности, вы сполна ее заслужили. 80. Кайф. Ну все, теперь мы сможем... Симулятор Death Stranding. Но тут есть такая тема. Блин, сейчас прокачаем пушку на максимальный скейл, возможно. Я не уверен, есть ли еще выше скейлы, но... Я лишь знал вот о двух маслах. Есть одно масло там наверху. И есть вот это вот масло. Через квест. Так, все. Давай.
Максимальное улучшение. Возможно. О. Оля. Игла заточена. Что ж, все готово. Какое чудо, что мне вновь выпала возможность поработать со столь изысканной сталью. Фарлу мне остался очень мало булавок, способных достичь такого блеска. Поведай мне, страница, где ты раздобыла такое великолепное оружие? Этот клинок преподнесла мне в дар одно благородное племя моей родины. Оно ковало самую прочную сталь, но ее редко можно было встретить за пределами Гууля. Племя это давно исчезло, а с ним и секреты его мастерства. О, если их больше нет, то вещь даже еще раритетнее, чем можно было себе представить. Поработать с таким оружием — великая удача для скромного булавника. Вот так вот. Уф. Игла из стали улья. Ничего себе. Длинный швейный инструмент, уникальный баланс которого делает его отличным оружием. Идеально отточенный клинок демонстрирует характерную структуру стали улья. Намана. Идеальный баланс. Yes. Конец пути. О, дитя с иглой. Я наткнулась на свежий след своей госпожи в гиблых болотах у цитадели. Прошу, следуй за мной. Встретимся в конце тропы. Конец пути. Это у Шакра, да? Ничего себе. Бальзам для раненых. Отыщите следы пилигрима Шерма и выясните, где она находится. Шерм отправилась в белые покои цитадели. О, да ладно. Ё-моё. Так, ну давайте начнем с Шерма тогда. Шерма — это же та, которая поет. Та-та-та-та-та-та-та. Пора-па-па-па-па. Вот это вот. Который стучит палочкой металлическую хуйню другую. Так, белые покои, белые покои. Так, давай-ка телепортнемся в ту сторону. В хоровые палаты. Ох, сейчас заценим. Муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Сейчас заценим, насколько хорош мой клинок. Ну, непонятно. Очень непонятно. Ну ладно. Я хотел было поменять. Возможно... Смотрел уже «Чужого» 6 серию? Нет еще. На выходных буду, наверное, с женой смотреть. Она просто муха называется. Серия? Не спойлери. Даже название не говори. Так, сейчас, подожди. Вот тут. Мне кажется, она вот тут где-то будет. Да, у каждой серии есть название, если что. А я не замечал, кстати. Вообще не замечал.
Блин, надеюсь, с Шермой все хорошо. О, бедная. Привет, Алла, Как дева, не джаггицы, бойтесь. Это всё всего лишь я, Шерма. Я нашел лечебные припасы, но обратный путь обрушился, и я услышал стоны из темноты. Как же я благодарен за эту встречу. Оставь свои благодарности, малыш. Мертвые пробуждаются. Окей. Все. Чисто. Ах, Алла, дева, простите, что завел вас в столь опасное место. Эти бедные жуки, что околдованы нитью, никакой грех не оправдывает такое участие. Твоя жалость вполне уместна, но лучше приберечь ее, но потом сейчас тебе следует прежде всего позаботиться о себе. Ах, да. Я ведь должен отнести эти лечебные припасы в поселение пилигримов наверху. Мои братья и сестры уже давно их ждут. Ура! Шерма спасена. Вообще игрушка прям очень большая на первый взгляд. В выходные тоже попробую погамать. Попробую. Она реально прикольная. Да, джобится хорошо, работа хорошая. Ты сможешь беспрепятственно добраться до поселения, малыш? Если нужно, я помогу сопроводить тебя. О, не, я больше не стану бременить вас своими проблемами, Алая дева. Теперь я, когда путь расчищен, я вполне могу добраться туда один. Да, и что для меня еще одно небольшое паломничество. О, у меня ведь есть кое-что для вас. Эта штука, что светит с бледным светом, была погребена тут среди сломанных и разбитых реликвий. Странная вещица и не особо святая на вид. Но я буду почтен, если вы все равно примете ее. Very good. Да ёпта. Как так? Нижняя цеха. А нам туда не надо. Да тут эти шипы в тумане легко не заметить. Но... Так. Теперь надо к шакре пойти. Go. Блять, я бусы забыл взять. Ё-моё. Пробежал слишком быстро. Так. Где она говорила?
Болото. Конец пути болота. Отыщите Шакуру и госпожу в желчноводье. Желчноводье. Так, как туда добраться самым лучшим путем? Уголок песни. Ну, в принципе, у желчноводья есть конец пути. Скорее всего, имеется в виду вот это вот место. А, тут еще вот что-то есть. Хорошо. И тут еще. Так, пометили. До хера мест, куда стоит пойти. Так, и, наверное, я сейчас тут поменяю вот это на это. Угу, хорошо. Так, тут я. Ага, пошли. Так, 2 удара требуется. Ауч. Окей. Ну, по идее, надо бы. А, она тут была, окей. Ну, как раз таки наверх нам. Все прекрасно.
давайте уж до конца поднимемся. Так, тут скамейки не было, насколько я помню. Ну не было же. А, мы тут упали вниз, когда сели на нее. Ну да, ну да. Типа рофл. Типа, смешно. Ха-ха-ха. Вау, настоящая скамейка тут. Все выше и выше и выше. Все выше и выше и выше. Па-па-па-па-па-па-па. Паскуда. Итак, шакра. Ага. Yes. Так что получается? А, в смысле я тут... А, вот вообще другое место. Ничего себе. Так. А, ее учительница, она оставляет какие-то... Шарами она кидается, а она кольцами. О. Что-то мне подсказывает, что не учительница с ума сошла. Возможно. Может быть. О, не, она в порядке. Сидит. Слушай, а ты брал Добро пожаловать, от дитя, носящее иглу. картонки? Я надеялся, что ты откликнешься на мой зов. В такие моменты быть одной хорошо, но вдвоем лучше. Я не могла отказать вам, Шакра. Я полагала, что в конце этого пути увижу скорбную церемонию, и, к сожалению, мои ожидания оправдались. Значит, это ваша наставница? Да, здесь лежит самая свирепая воительница моего племени. Я действительно звала ее наставницей. Но при этом она была мне матерью, даже в большей степени, чем та жучиха, что даровала мне жизнь. Да, конечно. Среди множества чудес этого царства она отыскала достойное место, чтобы встретить свой конец. Она скончалась от старости. В моем племени такое сочли бы бесчестием, но лично я вижу в этом лишь непобедимую силу. Даже когда собственный панцирь предал ее, она смогла обойти все это царство. Идя по ее следу, я смогла познать его величие. Дитя, носящее иглу, ты прошла множество троп тех, что и я, моя наставница, следовавшая впереди нас. Давай вместе отправим ее в последний путь песней. Пришло время ее душе покинуть панцирь. О. Это было прекрасно. Конец пути. О, тоже редкое достижение. За то, что ты разделил этот момент со мной, я хочу преподнести тебе в дар одну вещь, которая мне казалась, я никогда никому не отдам.
Прими от меня эти кольца, а заодно и знания о том, как сделать такие же. Они созданы с помощью хитроумной техники, которую придумала моя наставница, и способны сокрушить самый прочный панцирь во всем этом царстве. Используя их, и память о ней будет жить. Благодарю вас, Шакра. Получить инструмент, столь тесно связанный с личностью его создателя, великая честь. Они станут огромным подспорьем моих странствий. Метательное кольцо. Блин, офигенно. Так. 7,6% всего лишь сделало это. Блин, прекрасно. Так. А я, погоди-ка, могу? Ну да. У нее играется особая мелодия. Не та, что остальных. Ну, точнее, в других местах. Hearthstone, ну, играл так, но... Я просто понял, что это, по сути, чистый рандом, и там никакого, как бы это сказать, скилла еще нет. Ну, разве что тебе надо понимать, как колоду собирать, там прочее. Она графически и, ну, визуально прикольно. То есть она, да. В этом плане меня, ну, привлекала. А так, в целом, ну... Целыми днями играть в него не играл. Пытался туда, ну, влиться и все такое. Но не влился. Не влился. Блин, я туда же не заскочил, в ту дырку. А, просто неизведанная область, поэтому... Понял. И тут этот стрёмный чел, да, тусуется. Да. Окей. Да я так спросил просто. Так. Ну, не сказать, что прям сильно повышает урон. Хз даже. Ауч. Ага, чуть-чуть ниже. То есть ты сам в него не играл, ничего, просто... Ну, типа, на рандоме решил спросить? А, о. Прикол. Так.
А, погоди. А тут что? Не, я с него играл, потом бросал, Опа. потом опять. За БТ играл. Быстро прощал. Ух ты. Натяжной механизм из тростника и кости, который крепится на лапу жука. Удваивает количество метаемых. О, это же имба. Так, это надо будет поставить вместо... До этого просто в мотыгу играл. А что такое мотыга? Типа выходил в огород на даче и такой мотыгой. Ничего себе. У меня в руках мотыга. А, блядь! А. Нет. Тут просто ловушка. И все. Ахаха. Ой. Что это? Палкой крапиву бил. Но. Блин, прям подо мной. Мотыга — это MTG Magic the Gathering, самая популярная настольная карточная игра. Понял. Magic the Gathering. Окей. Так. Интересно, интересно. Там что-то серьезное валяется впереди. А возможно даже босс. А, погоди. Надо брать новое оружие. Надо брать. Балдеж. Блин. Ну, с шипастым браслетом так-то урон сильно повышался, походу. Я все-таки в два удара их убивал, этих комаров. Блин. Ну какая же херня, боже мой.
Да ты, блядь, издеваешься. Прям там у выхода меня подловил. Пиздец. Ну такое случайно не может произойти. Это прям, ну, нацеленная херня была. Он так заимел меня просто. Блять. Как я ненавижу тут мочу. Блять. Ну пиздец. Охотился на тебя как хищник. Ну пизда. Ну это все, это пиздец. Дай бог заберу свои эти бусы. И тут очень аккуратно надо идти. Да ты, сука, ну чё это такое? О, боже, да, оно того стоило. Оно того стоило. Сколько там? 200 буст, да, по-моему, осталось? Ё-моё. Пойти брать их надо. Ну, в целом... Так. Да, нормально. Смогу забрать. Ну, блять. Главное не травануться, и все будет хорошо. А, тут шипы были, кстати. Твари, дед, блин, ну что за... Да ну нахуй. О, господи. Так, ладно, пора отсюда... Ай. Какой же ублюдская локация, вообще капец. По-моему, сложнее этой локации ничего нет вообще, в принципе. Блять, ну это пиздец моча. Ну ёбаный нахуй рот, господи.
Хорошо. Спускаемся еще ниже. Аллилуйя. Все. В жопу это место. Так. Смотрим, что там. Пир для выводка. Используйте инструменты, чтобы добыть разные типы органов для кормления выводка. Инструменты. То есть любые инструменты, да, по сути. Вот эти вот. Но если что засчитывает, даже использование бура. Надо бы найти какое-нибудь очень живописное место, где очень много живности есть. Прям вот до хера. Вот вспомнить не могу, чтобы... Ну, в принципе, для этого любая локация как будто может сойти, но... Давай-ка в мрачную топь. Давай. Ух. Вы бывали у загона, что наверху, барышня? Ужасное место. Когда-то там выращивали скотину на убой. Или что-то вроде того. Говорили, что оно должно было обеспечить нас, болотных жуков, едой и работой. В этом проклятом месте давно уже царствует наваждение. Теперь там повсюду бродит дичалый и неуправляемый скот. А я, интересно, могу накидаться? Не, я думал, он что-то еще расскажет. Ну ладно. Так. Смотрим. Так, огненный надо взять. Что там нужно? Обожженный, скромсанный и пронзенный. Пробивать. Ну, как будто бы, да. Дробящие. И давай вот это проверим.
Гудзилла Нулан. Привет, Гудзон. Продолжаем избавляться от паразитов. Yes. Уже на поверхности вышли типа. Ну, да, мы по сути и так на поверхности. Практически. Вроде бы. Хотя... Вот тут поверхность. Вот тут, по-моему, еще пещера. Короче, пещера начинается вот с этого уровня. А тут уже вот, типа... наружу. Вот это еще тоже пещера. Но вот насчет этого мрачной топи, не знаю даже. Может тут тупо конденсат, как было в этом, в городе слез из Hollow Knight. Вот же конденсатом называется, когда влага накапливается и там... Короче, испарения воды накопились и падают как дождь. А понял. Мне кажется, от того, что оно типа отравлено, вообще не этого. То есть, может, и в пещере просто большой. Да, да. Непонятно. Да. Я где-то видел в каком-то видосе на ютубе такие пещеры, у которых есть типа какая-то своя экосистема и так далее. Это типа реальная тема. Получается, ты разрушаешь экосистему. Ну типа того, да. Обожженный вот. О, ничего себе урон лютый. Так, сколько обожженных я получил? 2, надо 15 и скромсанный. И пробитые надо 10. А пробитые... Ща проверим насчет пробитых. Да, да. Yes. Охота, ёпта. Ёпта. Блин, почем зря потратил. Нихуя.
Я и совсем забыл об этом. Я же могу прямо тут мастерить себе эти... инструменты. На месте прям мастериться. Очень трудная игра. IR, привет. Такая, да. Ну, то есть, прям для любителей жанра. Определенно точно. Игра не для массового игрока. Это стоит понимать. А то... Ну, практически такая ситуация вокруг этой игры. То, что вот... не любители данного жанра игроки, они просто хотят влиться на эту волну хайпа в плане того, что вокруг игры такой большой шум и так далее. И они просто хотят, ну, поиграть в него. Но они встретились с тем, что игра сложная. И, конечно, они начинают пригорать. Да. Что на самом деле, мне кажется, вообще ни разу не справедливо. Это все равно, что если бы я, например, пытался бы влиться в какую-нибудь оверхайпнутую стратегию, там, скажем, какую-нибудь. Ну, представим себе, что какая-то оверхайпнутая стратегия вышла, и все о нем и говорят, и там прочее, и я такой играю в эту игру. Ну, гипотетически она мне не нравится из-за сложности и так далее. Я такой говорю, игра херня, переделывайте для таких, как я. Ну, для казуалов. Ну, это, блин, какая-то странная точка зрения на самом деле, господи. Просто бывает так, что игра может быть не для тебя просто. Она определенная, для определенной аудитории. Просто это, ну, реально не массовая игра в своем жанре. Она в целом красивая, она классная. И это как бы всех подкупает, все хотят в нее поиграть, но суть такая, что она просто сама по себе сложная. И ребятам из Team Cherry придет, ну, им пришлось уступить казуалам. И они выпустят 17 числа или, ну, официально выпустят. Но уже сейчас можно скачать казуальный билд на, ну, через Steam. Там как-то можно было... Они прислоняли инструкцию, как это можно сделать. В обсуждениях игры там есть тема насчет патч-ноутсов. Ну и в общем, в этих изменениях по патч-ноуту были добавлены всякие разные типа комментарии о том, что переделано, как бы это сказать, короче, больше... Если сложно, играй на изи. А тут нету сложности. Если сложно, ну, я не знаю. Или с читами. Ну, читы такое себе. На самом деле, если сложно, то самое, что верно, это, ну, будь лучше как игрок, и все. Ну, тут реально git good. Или не играй, смотри стрим. Ну, или не играй, да. Ну, тут по факту git good. Как бы это грубо и да, там плохо не звучало, это самое, что ни на есть тот случай, когда реально git good. Но почему-то у ребят, которым эта игра, ну, для которых эта игра сложная, просто потому что они не играли в этот жанр, они с этого горят. Они прям с этого пригорают. Мол, типа... Не говори так, да? Ты чё несешь-то? Блин, потушился.
Блин. Пронзить его будет сложно. Окей. Мне кажется, им нравится графика мультишная и все такое. Купили за визуал, а поиграть сложно. Да, не только. Как Ари, например, Ну, ты тоже. ну, ты не думаешь, что те, кто вот, ну, типа вот казуал, да? Ты не думаешь, что они все там, например, дети или там прочее, они просто вот в такие игры не играли? По факту это могут быть какие-нибудь КСеры и так далее, ну, любой человек вообще, литерально любой, который просто с жанром платформера, метроидвания, ну, типа ни разу не знакомы. Но шум поднялся вокруг игры, и им просто тупо любопытно. Их типа, ну прям понять можно. Их понять можно. Мне бы тоже было бы очень безумно интересно, типа, что это за игра такая. И я бы, да, старался бы пройти ее, поиграть ее. В общем, это одна из тех игр, которая является, по сути, челленджем, и ты играешь один против игры. То есть твоя цель победить игру. Но в случае того, что если ты сдашься, то ты, считай, признаешь свое поражение. Ну, как бы, это, ну, в голове у тебя такое происходит, и ты такой думаешь, ну, блядь, окей. Но у многих людей такого нету, например. Многим людям будет, например, похуй. Они скажут, ну, эта игра для меня сложная, я не буду играть. Тратить время на нее, но, к сожалению, не могу. Становиться гид-гуд, типа, времени нет. Это, да, это по-взрослому. Это совершенно. Это про меня. Ну да, это по-взрослому, это нормально. То есть это где-то лишь означает, что человек ценит свое время и так далее. Ни в коем случае не говорит о том, что он, ну, допустим, ну, блядь, слабый или еще что. Hi, I'm so drunk. О, hello, Тата. О май гад. Включил читы и погнал. Drunk если again. сколько правда. Да я бы с радостью поиграл по Росот. It's okay, it's okay. I have news. I'm now working on Заперся бы на полгода и прошел пару игр. game company. I'm a developer right now. Yes. And Гик-компания. gay company, yes. Gay company, and I'm a developer of you know, assholes. I'm developing some good assholes in gay company. Так. Мгм. А что звучало весело? Кто бы хотел разрабатывать жопы? Все, собрал, ёпта. Желание обновлено. Погнали, отдадим это мясо треклятое. Но это оружие, конечно, мощное, капец. Годнота годнотущая вообще. Если мне захочется прям очень быстро закончить с каким-нибудь боссом, я, пожалуй, возьму эту тему и буду им пользоваться. Вот этим оружием архитектора. Классная тема. Link, I need to call there.
Где деньги взять? Давно известно. Домашние деньги. Доступно и честно. 8 уже 800 размял себе 555 руки на 3535. Dark Souls. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Сколько сбросил? Сколько сбросил? Ну, с 37 до 133. Ну, вот так вот, нормально. Тут и Dead Drink Money. No, it's bad idea that. No, $50. Don't do it. Don't do it. It's bad idea. It's really bad idea. Taking credit or debt for drinking, it's a really bad idea. I think you need to maybe Пятеру. I wanna say to not stop drinking, but I want to say you when I think about I'm drinking too much, it's when I was having a really bad hangover, you know, when I'm feeling really bad, when I shit myself, you know, and 20 баксов из 20 баксов. can't move and something like that. I think about, oh, what the fuck am I doing? You need to maybe shit to pets, you know. You need to do some dirty work with your asshole, and maybe you're gonna think about your life and you like, okay, I need to stop drinking right now. Maybe one time in a week, it's okay. Or 2 times in month, it's okay. But not maybe one time in 3 days. No. Goodzone saying you about developing his asshole. He doing it 3 times a day. It's not about drinking. Так, ну пошли наверх. All day поросов. All day. All day developing asshole. All day. All night. All day. All night. Night. Что-то совсем не. Раньше я пил каждые 5 минут, но мне было слишком плохо. Потом я пил каждый час, и мне стало лучше. Потом каждые 5 часов, и стало еще лучше. Теперь каждый день и вообще зашибись. Ахахаха.
Да, это печально. Это печально. Ну ты же про воду, да, говоришь? Ты же каждый день пьешь воду. Но иногда мне даже порой кажется, что типа пить один раз в неделю это типа тоже много, что ли. Хотя это, по-моему, думать так. Ну, типа чересчур, что ли, не знаю. Просто у нас, типа, культура такая, не то чтобы в России, да, а в целом, типа, в интернете и, ну, вообще в человечестве, я бы даже сказал, что, типа, пиво и алкоголь, это, типа, нормально. Это вообще человеческая культура в плане, типа, вот реально бухло-бухалово. Тут вообще, типа, не про российскую тему и так далее. Это просто человеческая, типа, штука. Бухать. Но по факту это же такое. Одна из самых вредных вещей, что есть вообще. Вреднее там всяких вещей. Monster Energy Drinks. Free cans, но... You know, I don't drinking energy drinks. Yes? I just stop drinking energy drinks. Вообще, если честно, все от организма зависит: масса тела, возраста, Yes, it's very эмоционального tasty. состояния и так I далее. love taste of energy drink, but it's very giving you bad, как бы это сказать, bad things to your body. I saying about you have bad sleep, you have bad maybe mood because you are in fucking tension or something like that, suppression, like fucking penis or fucking Kratos from God of War, something like that. It's not good shit. In 2 months I don't drink coffee, but right now I start again drinking coffee every morning because I'm working. Only because of about working. Yes, coffee is. Came back to home Blittroin. Just try, and if you fail, it's okay, and just try again. You know. I stopped smoking just like that. I tried to drop the smoking cigarettes like every day. I start with like I don't buy cigarettes, but I taking cigarettes from strangers, and one day I like think about my day and I paying attention. Ah, okay. But I saying about just any, как бы это сказать, не obsession, а зависимость. Как будет зависимость? Слово я помнил, но забыл. I'm saying about any bad habits. Yes. Just need to start. Don't doing it. Just need to start. And that's all.
And I'm not saying you about just stop drinking Addiction. like Anyway, addiction, I'm yes. gonna send messages which are your Discord when I back to home. Okay, okay. It's good. Good. Okay. Так, мясо доставили. Ну-ка отдохнем. Ты принесла, паучиха, я чувствую исходящий от тебя запах всех этих внутренностей, богато приготовленных для нашего пиршества. Органы отдать, да? Пир для выводка. Найс. Ты потрудилась на славу, паучиха. Это отборное мясо позволит моим детям насытиться и окрепнуть. У Пусть меня лучше был не друг, который поглощают мог выпить внутренности других, 1-2 чем ваши, бутылки верно? вискаря, и он становился только веселее и не пьянел в стандартном понимании, а был другой. Он выпьет в компании и будет ходить нарываться на приключения, такие дела, все разные. Как и следовало ожидать, паучиха догадалась об истинной I причине think моих he was просьб. drinking too much because it supported to last moment of summer vacation. Most of vacation was part-time working. Ah, you was on vacation? Ah, okay. No, it's like, yeah, you like chasing your last day. Working at Oh. restaurant. Ah, I understand. Okay. You know, I'm working on restaurant like 3 times in my life when I was young, and it was okay. It was okay. Very interesting experience, you know. Very cool. You always talking with people, trying to help Потом them, выходите из вакизишена. with this good night, good time. Just like you helping people. It's cool. It's cool. I understand you. I think I can Германия в Москву. Yes, yes. I think you can be really good blogger or something like that. Like you're working on one of restaurants in Russia, and you like from Japan, and you like I'm doing Играй really давай. good sushi. And Заспикал тут. как его там, блин. And you're recording this, and you know. I think people gonna love it. Especially people from Russia. Я работаю в ресторан. Мгм. Так, That's fine. потомство Ща кину вашего тебя донос за племени. иногенство. Потомство вашего племени я видела не раз. Оно рождается Шпион, голодным, наверно. с острыми зубами и когтями. Of course, of course. Пока ваши детеныши неразумны, ваше мясо порадует их не меньше, чем мясо любого другого жука. Этот пир — уловка, чтобы отвлечь их от вашего собственного панциря. И что же я должна этого стыдиться, что я мать, которая не жертвует собой ради того, чтобы ее дети выросли сильными? Что плохого в том, You know чтобы what I хотеть mean. You увидеть know. их первый полет, их первую охоту, любоваться, как они растут и убивают? Ваш выбор, ваше право, высокая мать. Не мне вас судить. Самопожертвование я видела не раз, однако оно мне чуждо. Anyway, I'm gonna send you when I back my Длинный home. коготь. Увеличивает. Так. Ну понесла.
Окей. Can't see straight. Окей. I understand. Take your time. Заобшрыдился. Да, причем мощно на самом деле. Так, ну надо эту локацию хорошенько изучить, потому что у меня нету карты этой локации, а это странно. Ну то есть, я вроде бы как ее исследовал хорошо. 11 часов вечера in Якутск. Yeah, we have same time. We have same time. Ну-ка, давай. Ой, ёпта! Явно секретка. Попчем, попчем, попчем. А их почему-то вот убить нельзя. Они как будто бессмертные, что ли. Тут явно есть какая-то тварь. Здоровенная. Наверное. Которая, ну, что-то типа делает. Вот что это такое? Так, это что-то непонятное. Still 9 часов вечера, right? Yes, yes. Так, я понял. 9 часов 43 минуты. Yes, yes, yes. We have same time. You didn't know about it? In Yakutsk we have Tokyo time, yes. Мне кажется, надо взять огненный. Огненный. Мне кажется, огненный. Блин, это же так очевидно. Надо огненные брать. И вместо этого отравленного надо взять типа... ну, наверное, вот это. И, пожалуй, возьму вот эту. Все. Нет, от огня ему насрать. Ладно, сыграем на. Ушей у него нет. Непонятно. Ну ладно, хорошо. Так, пошли отсюда. Блин.
Так, все квесты выполнили, теперь можно пойти по основному заданию. Я, кстати, давай-ка проверим еще раз. Тут сделано. Вот тут что-то есть. Пометим. Сделано. Ага. Ну да, пески Карак. Да, нам сюда. Короче, пошли в пески Карак, надо его докончить. И вот тут еще что-то есть. Угу. Пометим. Так, сейчас спускаемся тупо вниз. Дети ломятся в комнату. Харск. А? Что-то долго думаю. Это я ввел. Ну, естественно. Я понял. Я вас категорически понял. Так. Лучше пойдем сюда. И купей смотрю. I think it's a good decision. Блин, какая же имба стала это теперь, вот просто охереть. Благодаря огромной дистанции, она помимо того, что быстрая, так еще и, ну, ёпта, это просто идеальное оружие. Всё. Это тупо имба. Это просто имба. Ну, раскачался. Что? Ну, то, что раскачался. Это тебе не просто убивать этих, как бы это сказать. Это тебе не просто убивать мобов и
получить очки опыта и влить это все в характеристику какую-нибудь. Это, блядь, целый квест, ебать. Это целый предмет. Это целое билдостроение, по которому ты себе, ну, что-то этого, да. Ну, это реально прям такое серьезное. Это серьезная вещь, если так подумать. Так, колокольчик. А вообще... ну да. Вообще... Может быть... Так, подточенные ступени. Ну, сейчас вот эту вот новую локацию ценим. Что там творится Согласен, вообще? тут проще лал. Нет, конечно, не проще. Это в каком-нибудь казуальном Скайриме, блин, выйдешь, просто побьешь кабанов, или там в World of Warcraft, я хуй его знаю. Получишь очки опыта, распределишь там еще куда-нибудь. А тут надо выложиться. Сделать задание, ёпта. Домашнее задание. И все, пожалуйста. Ну, то есть тут, знаешь, типа, я хочу сказать, что тут опыт, он идет прям, ну, твой личный. То есть ты конкретно прокачиваешься, а не твой персонаж, скажем, типа, просто цифры получил какие-то дополнительные. Ты сам как вот игрок, навык прокачивается. И это охуенно. И награда за выполненное задание, квест, тоже считает Прикинь, как нудно и личное сложно твое. убивать 10 500 кабанов, как же нудно, а тут по фану убегаешь и следуешь. Ну, типа того, да. Ну, тут именно идея такая, что прокачка на самом по себе не в цифрах, а конкретно в твоем, типа, вот, понимании игры и того, как ты управляешься здесь персонажем. Оно вот тут так устроено. По сути, это тот же, как Devil May Cry. Тебе просто постепенно, по ходу того, как ты играешь, дают более удобные фановые инструменты для прохождения игры. Это назад, понял. О! Так. И куда? О, найс. О, скамеечка. Ну, 100 500 кабанов, есть 100 500 кабанов. Да. Ладно, я побегу до скамеечки, пожалуй. О, простой ключ, найс. Хорошо.
О, ничего себе. Осколочный какой-то жук. Окей. Ага, окей. Ладно. Прикольно. Хорошо. Что, как дела? Башке. Then you're Frank. Ну давай попаримся. С возвращением, гневная моя Додошна. Уверена, странствия утомили вас до крайности. О нет, я бы никогда не посмел взять плату с столь дорогой гости. Прошу пользоваться с моей повозкой купальней совершенно бесплатно. Добрый Крат будет лишь счастлив вам служить. Смотри у меня, блин. Здоровенный. Блин, какой же здоровенный. Беги-бугу, блин. Беги-беги. Беги-буга. Так, и каким-то хером мне надо наверх подняться. Ну я понимаю, да. Так. Блин, ветер сраный. Так. Повышение уровня для Лорд союзника VL-34. С повышением уровня, поздравляю. Блин, вот что так? Я понял. Тут, короче, беда в том, что у меня... блять, оружие короткое. Мне надо сейчас взять, получается, оружие с максимальным рейнджом. Оружие с максимальным рейнджом. И отталкиваться с помощью этого оружия.
А максимальный рейндж у какого оружия был? Ну, сейчас смотреть будем. Давай попробуем жнеца. Ну, как будто бы... Ну, я и забыл. А я и забыл. Вон, зверь. Ой, нахуй. Ну и пипец. Так. Ну, ведьма, может, тогда единственная. Ну вот, либо ведьма. Ну да, что-то типа того. Либо жнец. Давай попробуем ведьмой. Так, подожди, давай ведьму настроим нормально. Настроим нормально. Мультисвязыватель. И допустим... Так, в оружие надо бы что-то... Ну вот это вот, в принципе, можно. А нет. Скорость. По-любому скорость. А тут... Ну, по сути, только это окей. Ну, может быть, еще колокол. Ну да ладно. Нет. А зачем тебе Discord? Это не игра. Это приложение. Ты чё? Здесь не играют. Здесь просто разговаривают. Папа, например, здесь по работе сидит. Вот в этом приложении. Ты потом зарегистрируй тебя, хорошо? Или прям очень сильно. Ну зачем тебе? Потом, хорошо? Напомни папе на выходных. Просто я не понимаю, зачем тебе. Кто-то сказал установить, да? А ты откуда вообще о нем узнал, Рахан? А ты откуда о нем узнал? Иди сюда, расскажи папе, откуда ты узнал про это приложение? Иди сюда, расскажи папе. Отже, расскажи, кто тебе сказал об этом? Иди сюда, говорю. Руха, иди сюда. Кто тебе рассказал об этом? А? Кто? Кто? Иди сюда, говорю. Кто, говорю? Кто? Ну, кто говорил тебе это? И кто это? Откуда ты узнал? Как ты знаешь? Вот кто ты знаешь? Так.
Да блин. Да ё-моё. Ладно, видимо, это не работает. Надо жнец собрать. Крысь. Он единственный нормальный по рейнже будет. Здорово. О, привет, Арсен. Как дела? Да нормально, хорошо. Твои как? Так. Стример хорошо выглядит. Ай, спасибо. А у тебя как дела? Как работа? Работает нормально. Все пучком в этом плане. В этом плане без нареканий. У меня все хорошо. Очередная зарплата должна 15 числа упасть. Собираемся на этих выходных клеить обои в детской. Так, что еще могу рассказать? Симсгуд. Ну так, потихоньку задачи все выполняю, что дают. Там, типа, задачи такие из разряда... Там, баги пофиксить. Хотя, одна задача была такая, типа, реализовать. И в принципе, реализовал. Там батут сказали реализовать. И нормально получилось вроде. Фича Ди. Но... Хорош. Да блин, ну что ты... Тестер мечей как общение хаха. Нормально? А там через этот, как его... Приложение... Ну, точнее, сайт общение идет. И мы, считай, даже как-то... Ну, напрямую вообще не общаемся с тестерами. Там, типа, этим всем лиды занимаются. Типа... Тестер... замечает какой-то баг, отправляет его лиду, а лид типа отправляет его мне. Ну и соответственно, как бы там, ну штука просто. Понятно. Штука просто в том, что если там, например, ты пофиксил баг, и потом тестер снова отправляет тебе то, что он, ну, найден опять и ничего не пофикшено. Там просто штука в том, что гиты еще не мерджились, еще что-то в этом роде. Ну, типа, да. Блин. Ну почти. Ну я немного не понимаю. А как еще туда добраться? Так, ну-ка карту посмотрим. Я, может... Slack используете? Не знаю, что такое Slack. Мы Или используем... какой мессенджер? А, тупо Telegram. Тупо Telegram и Discord. Они даже какую-то дополнительную приблуду поставили в сервер Discord у них, что там, когда ты заходишь в голосовой чат... Рабочий Telegram Ди. Да, там они свой номер дали, телеграммы, там сидишь. Знаешь, как они следят за тем, как ты работаешь? Там приложение есть специальное, которое отслеживает, что у тебя на экране.
То есть он каждую минуту делает скриншот и отправляет в сервер. То есть скриншот рабочего стола. А ничего себе. Там пиздец. Бля, такая шпионская хуйня, бля. Я иногда сейчас закрываю вебку, еще на всякий случай. Ну, хуй его знает. Ред флаг, по идее. Да. Ну, хватает у них таких ред флагов. Ну ничего. Да. Зато работа есть работа. Зато мотивирует. Угу. Это правда. Работа есть работа. Ну и строй там типа тоталитарный. Там есть один, ну просто главный там типа какие-то идеи вкидывает. Так сложно себя Если заставлять такое. работать без надзора. Ну, без надзора, да. Ну просто тут еще дело в рабочем настрое. Но в целом, как бы это сказать, тут, конечно, с одной стороны минусы в том, что следят, но и с другой стороны ты получаешь, ну, реально ощущение того, что ты, ну, работаешь, короче. Ты такой смотришь, так, все. Вот Чей, это. если сравнить себя полгода назад и сейчас, как сильно бустанул с опознанием? Ну, не так, чтобы прям супер сильно, но нормально, да. То есть, по крайней мере, я понимаю, как устроено те или иные рабочие Ясно, моменты. А также увидел, в принципе, в процессе разработки какие-то крупные проекты. Ну, типа, прям нормально. И это, да, это интересно. То есть без этой работы я бы такие вещи не увидел бы, не понимал бы по некоторых вещам. И в плане программирования, да, конечно, бустанулся очень сильно. То есть там прям интересные коды. видишь. Жена, наверное, довольна. Ну да. Час на обед, но по идее график свободный, просто есть норматив на месяц. То есть выполняешь норматив, получаешь нормальные деньги. Можно переработать до 24 часов, но дальше 24 часов там уже деньги считать не будут. Типа такая штука. То есть смотря по... Как ты, бля, успеваешь работать и играть еще на Юленге? Ну, я иногда охуеть как устаю, поэтому не стримлю. Но тут в целом игра просто безумно охуенная, поэтому Я только работу играть закончу, жестко туда-сюда и хочется. спать. Играть жестко хочется. Главное всегда чье-то новое узнавать, но со звонах активничать, задавать вопросы по делу и показывать увлеченность. Сразу Это да. плюс репутация. Ну да. Слышал о такой теме. Зачем ты туда ломишься? Как вы работаете и еще стримы успеваете смотреть лал? Ради чего, мистер Андерсон? Ради локации. Смотри. Ну как туда еще добраться? Никак, только так. Это муглор-то чё на фоне гундит?
А ты работаешь в Мугле? Ты же работаешь вроде в Мугле. Ты-то сам, но что тут делаешь? Блин, ну и дерьмо. Надо понять, надо понять. Понять надо бы. А так московская контора. Ну, можно сказать, что да, потому что владелец компании, он, по-моему, ну, типа из Москвы, что ли. Я о нем мало что знаю. Командировки в будущем будут. Возможно, может быть. Может быть, может быть. На халяву в Москву. Чё не то? Ну, наверное. Кстати, да мне скоро идти надо погулять. Вот это вот надо. Погулять, говоришь? Ну, пора. Пора гулять. Гулять, гулять. А чё на ночь глядя, куда идти гулять? 10 часов ночи. Чё ты там делаешь? Кто день? Не, по-моему, Муглов в Якутске. Поэтому говорю. Погода шикарная. У нас 4 часа дня же. Погоди, а ты откуда вообще? Четыре часа дня. Из Москвы, что ли? Погода топчик. Москву. Москва. Да ты шо? Я Тоже почему-то по думал, что вечерам это все гуляю время. в парке. Я почему-то думал, что Муглорд все время был в Якутске. Для одни москвичи. Но. Парк Горького. Дэнсгрин. Понаехали. Предкласс. Даров. У меня тут 8 вечера. Угу. В Таиланде 8 вечера. Блять. Да ёб твою мать. Ветер так сносит, еще непонятно. Рыбка себе, где я только не был. Я за гранью делаю долго. А я думал, загранки нового образца очень быстро делают. Ладно, давай. Давай. Удачи. И тебе. А ты играл в эту игру, не? Не фанат метроидвании. Ну правильно, правильно. Игра похожа на Ори. Игра похожа на... Я так и Ори не поиграл, кстати.
Бля. Может быть... Сейчас я придумаю что-нибудь. Не знаю даже. Может быть, и это должно помочь. Также попробуем вот эту маску. Угу. И все. Ну я не знаю, шипы эти сгорят, нет? Если их огнем ударить. Мне абсолютно похуй. Боши сложнее. Ну да, боши сложнее. Во много раз сложнее. Но платформе на уровне здесь, но Умничка, Соника Трайл. довольно-таки такие Кэтлин. близкие к Целесту, как к какому-нибудь там и так далее. Соника Трайл. Да, это помню. Если бы я сказал, что эта игра легче, чем Боши, то... Боши про другой скилл, так сказать. То это, очевидно, был бы не я. Или я просто уже по некоторым причинам бы уже, ну, близился бы к старческому какому-то маразму, нахуй, типа того. Это бы уже говорило об Альцгеймере. Да. Забыть про Боши, конечно, никак нельзя. Ну... А, он сильно вниз идет. Бля, ну я не знаю. По идее, вот это, если взять... Ну-ка. Тоже не варик. Надо пробовать. Попробуем. Сейчас кое-что попробую. Так. А, да, надо еще зелье взять. Зелье. И... Боши в 100 раз интереснее, чем крапиву палкой бить. Да, блять. Просто мне кажется, что мне не хватает какого-то скилла, чтобы туда подняться. Навыка имеется в виду. Да, скорее всего, какая-то хуйня нужна. Но я попробую обойти эту тему.
Ну-ка, мне интересно. Сейчас, подожди. Не, что-то немного иначе думал, что будет. Так, ну тогда хуй с ним. Пойдем дальше по сюжету. Видимо, я получу какой-то навык только потом. Ну, этот. Тут, насколько я понимаю, есть навык вертикального подъема. Только с помощью него, скорее всего, можно будет туда наверх подняться. Ну, я пробовал, я пытался. Я пытался как-то обойти эту хуйню. Ну, ладно. Так, смотрим. В баньку. Банька, парилка. Так, смотрим. Здорово, бро. О, привет, Шинрата, здорово, здорово. Так, туда пойдем наверх. А, еще верхние палаты надо бы. Так, надо пометить сюда. Да. Так, окей. Прыгаем. Йоло. Первую часть стоит проходить. Да. Первую надо пройти. Чтоб ты понимал, как бы помягче выразиться. Не то чтобы прям обязательно нужно поиграть первую часть, чтобы поиграть в эту часть. Без проблем, можешь начать с этой. Совершенно без проблем. Типа... Линейное просто... дерьмо. Нет. Хорошие игры, совершенно хорошие. С разными концовками и так далее. Суть в другом. Суть в том, что если ты не играл в Metroidvania и там прочее, то ты не осилишь эту игру. То есть, если ты в плане платформинга, в плане Metroidvania, у тебя опыт типа с этим совершенно низкий, то есть ты мало в такие игры играл, то сразу стоит предупредить, что ну ты буквально охуеешь. Как бы еще наглядно тебе показать. Судья. Вот, например. Это... Ну, не то чтобы Souls-like. Здесь есть механика Souls-like в плане того, что ты, когда умираешь, теряешь накопленные бабки. Это да. И тут есть скамейки, которые как чекпоинт этого, но нет всего остального из Souls-like. А именно, типа, ты за эти бабки не прокачиваешь себе цифры, там, не поднимаешь цифры урона и там прочее. Тут по факту ты просто должен заниматься, как в Metroidvania, исследованиями, находить всякие разные там
типа, приколюхи и там прочее, инструменты для более комфортного и удобного прохождения в будущем. То есть тебе будут давать всякие разные там, ну, как это называется, приспособы, навыки и там прочее, которые будут тебе помогать продвигаться дальше по сюжету и так далее. Но это тут так реализовано, что ты, как бы это сказать, не замечаешь сильно такой темы. И они по большей части, когда ты занимаешься исследованием и так далее... Блять, я подхилился. Тебе дают вот такие вот метки, чтобы ты помечал себе какие-то важные места. Вот чисто Тупо в для удобства. Кастельванию поиграй. В Кастлванию. Да не, первого Hollow Knight очень даже достаточно. Первый Hollow Knight Или в тот же достаточно... Metroid. Да нет, господи. Первый Hollow Knight достаточно приятный, хороший. Он очень даже юзер-френдли. То есть первый Hollow Knight стоит расценивать как, ну, полноценную первую часть. Silksong логичного его продолжения. И держи в уме, что кривая сложности, она идет вверх всегда. То есть, когда ты первую часть пройдешь, то кривая сложности, она будет в Silksong примерно такая же, как ты закончил Hollow Knight на лейт-гейме. То есть, в Silksong, ну, тебя немного выебут, если ты не будешь готов. Но игра классная, правда, очень классная. Просто я сам, типа, этот жанр люблю и так далее. Но если ты не фанат этого жанра и ты вообще далек от него, ну, типа, попробуй, конечно, но, скорее всего, просто это будет не твое, и все. Просто многие вот эти вот ребята, пользователи из Steam и так далее, типа такие: о, какая мега популярная игра, надо влиться, поиграть, попробовать. Играют, конечно, но они потом охуевают от того, что игра для них слишком сложная, и из-за этого они занижают оценки. То есть игра сложная, игра плохая. Офигенная логика, конечно. Это как если бы буквально, знаете, с чем это можно сравнить? Это как если бы ты посадил поиграть свою маму или свою девушку, ну хуй знает, блять, в Counter-Strike или еще что-нибудь. Они бы сказали: ну, блять, слишком сложно, мне не понравилось. Ну, буквально то же самое. Ну, это, просто это типа игра не для них, они никогда игры не играли. И так далее. Ну, максимум, что они играли, это, скажем, 3 в ряд. Ну, ебать. Но это же не означает, что игра плохая, блядь. Или плохо сбалансирована. Просто, блядь, ну... не твой жанр. Это просто буквально не твой жанр, и все. И это не означает, что это плохо. Или там... Почему, типа, надо этого стыдиться? Вот это очень странное мышление. Типа, люди, которым вот кажется, что эта игра сложная, они типа ищут виноватых, говоря, что, ну, разработчик еблан. Но по сути тут все на месте. То есть я как человек, игравший первую часть, и вообще в принципе с жанром типа знакомый и так далее. Блять, мне ебать как прикольно. И сама идея того, как они это сделали, это очень даже классно. Ну, именно сама идея сиквелов, как они к этому подошли. Они же, ну,
опять же, повторюсь про кривую сложности. Они, как вот обычно делают разработчики, не стали делать. То есть выходит какая-то очередная часть игры, там популярной франшизы. Они просто делают, ну, допустим, тот же герой, он вдруг почему-то слабеет, может, его в жопу трахнули, или может, он перенес какую-то там, типа, травму, и ему заново надо прокачиваться, и он теряет все оружие, вот это вот ебанистика. И он, типа, начинает заново учиться в ту же игру играть, типа. Понимаешь? Ну это же, блядь, тупняк ебаный. Вот нахуя ты учишь, типа, играть в ту же игру заново, допустим, того же игрока, который играл первую часть твоей игры? Ну, задумайся над этим. Блядь, очевидно, что в эту игру будут играть те игроки, которые, ну, играли первую часть. И им интересно, они ждут. И, соответственно, ты просто дашь им то, чего они хотят. Типа, ты продолжишь эту кривую сложности по логике и так далее. И все. И все. Бусинная пушка? Что? Блин, я не... просто. Ясно. Ну, тут ничего нету, просто нету. Окей. Ну, получил какую-то бусиную пушку. Ну-ка, давай это оценим. Перезарядка. Что? Переделанный главный механизм машины для изготовления чёток. Да ладно, это прям реально автомат? Или ствол? Блять. Ну... А как его использовать? Очень странно. Чтобы перезарядить пушку, нужно поместить в нее внутрь бусину. Это только на скамейке делается, что ли? Чё, блядь? Чего?
Это же тупо пулемет. Ничего себе. Да ладно. Ну пошли, давай проверим. Прям интересно стало. Ну-ка. Ой. Ну окей. Так, ну-ка еще. Не, урон внушительный пулемету. Но тратится он быстро. Ну, то есть внушительный в том плане, что... так, сейчас. Ну-ка. Да, тут надо наверх подняться. Я могу просто расшмалять его? Ну да, вполне. То есть как делаем? Типа я такой... Ха, тут в смысле? Тут же должны быть чёчки. Ладно, посмотрим, что тут происходит. Так. С возвращением, малая дева. Еще раз спасибо за то, что пришли мне на помощь. Я не лекарь, но благодаря припасам, которые мы нашли в палате внизу, даже мои неумелые лапы могут облегчить страдания наших братьев и сестер. И все же, как тьма смогла проникнуть в сие святейшее место, несмотря на то, что мы, пилигримы, исполнили свое обещание и смогли подняться. По правде говоря, я никак не могу понять, что все это может означать. Но просветление не наступает сразу и не приходит легко. Буду пока и дальше делать то, что должен. Все эти чудесные лечебные припасы разве не служат в своем роде доказательством священной природы цитадели? Если продолжишь так помогать, то начнешь вдохновлять и других. Подумай хорошенько, к чему это может привести, Звонарка. Опасно давать другим слишком большую надежду, особенно этим жукам, у которых ее так долго не было. О. Потерявшаяся торговка опять потерялась. Наша славная торговка отправилась искать сокровища Мемориум цитадели, но слишком уж там задержалась. Узнай, пожалуйста, все ли с ней в порядке. Изи. Изи, изи. Рыдающая мать. Большая охота. Из тюрьмы, что возле цитадели, доносятся жуткие вопли. Что за грустности там творят? Тюрьма, я ж там не был. Ну, точнее, был, но у меня ключ есть. Надо ключ применить. Совсем забыл. Последняя аудиенция. Внемли просьбе стража о охотнице в красном. Встретиться с ним в верхних залах, в покоях, где его собратьев. Путь твой будет отмечен. Блин, круто! Как много квестов-то появилось. Капец, тут много народу. Внутри никого. Странно, что тут внутри никто не отдыхает. Ладно, это оружие очень затратное, поэтому, да, веселое, но затратное. Во, вот это вот тема, вот эта тема. Буду им пользоваться. Так, верхние палаты. Верхние палаты, Мемориум. Можно сначала в Мемориум залететь, а потом в верхние палаты. А у меня случаем, по-моему, есть. Да, Мемориум можно переместиться. Поищем торговку нашу. Такс.
Так, тут ничего. Ой. Твою-то мать. Так. Если она не здесь, то может быть вот здесь. Хотя тоже вряд ли, почему-то мне кажется. Следов ее тут нету. Так, если не здесь... Ну, короче, спускаемся ниже. Выбора нет. А, кстати, может быть тут. Ауч. Так вот. А, вот. Ага, сюда пошла. И пошла ниже. Ха. О. Да ладно. О нет, она спрыгнула. Да ладно.
Еще будет? Все? Так, неужто ты моя вторая тень? Маленькая умница-разумница в красном плаще? Все следишь за мной? Хочешь находки мои умыкнуть? Вы, наверное, не вполне справедливо толкуете мои намерения, сударыня. Пилигримы из поселения внизу были обеспокоены вашим долгим отсутствием. И по их просьбе я вновь вас разыскала. Да ну. Эх. Все они суетятся да любопытничают. Я и сама себе позаботиться пока могу. А все уж, пожалуй, тепло на душе от того, что они про меня не забывают. Не ожидала. Я отрицать не стану. Ты снова сделал для меня доброе дело. Сказать по правде, эта жуткая стая чуть меня не схватила. И хоть я все еще гадаю, что у тебя на уме, дорогуша, ну, спасибо тебе, как бы то ни было. Найс. Ну а теперь, почему бы тебе не вернуться к святилищу и не рассказать там всем, сколь доброе дело ты сотворила? Вот я тоже туда пойду, но не хочу, чтобы ты рядом крутилась. Вдруг мне по пути подвернется вещица другая. Доброго тебе пути. Хочу еще порыскать тут чуток, и мне не надо, чтобы ты рядом крутилась. Вдруг какая-то полезная вещица подвернется, ступай. Окей. Я тоже этим займусь. Позырю что-то. А, вот и оно. Набор осколков. Пожалуйста. Вот, целая лока пошла, что ли? Так. Ебать, реально, целая лока в натуре. Охуеть, как они спрятали целую локу. Вы видели? Нравилось в платформах ого приседания, то камера слегка вниз уходит, а когда поднимаешь голову, то наоборот. Это вообще жесть какая-то, как они прячут локации некоторые. То есть, какова вероятность, что вообще в принципе кто-то находил эту локацию? Блин, опять эти... ненавижу эти воды. Отравленные воды. Мне всегда нравилась платформа ходек. Когда приседание, то камера слегка вниз, а когда поднимаешь голову, то наоборот. Ну да, тут есть такое. Это случаем не то место, хотя может быть и да. А может быть и да. Хо-хо. Отлично. 120 бусин, нихера себе. Дорого. Откройте все остановки звонкого пути Фарлума. Ебать, никто не находил эту локацию почти. И сколько народу ее нашло. Охуеть мало. 9% всего. Вот это да. Вот это да, товарищи. Один из первооткрывателей, ёпты. Так. Ну, надо разбить четки. 340. Ну, ё-моё, многовато, конечно. Ну, что поделать, что поделать. Ну, охуенен, охуенен.
Юп-юп-юп-юп-юп-юп-юп-юп. Спасибо, спасибо, спасибо. Это ваш стример. Да-да-да. Один из ваших. Да-да. Не зря смотрите. Не зря, не зря. Да-да-да. It's me. Так. Карту найти надо теперь. Карту, товарищи. Найдем карту. Будет балдеж. Юп-юп-юп-юп-юп-юп-юп-юп. Подпишитесь, нажмите колокольчик и поделитесь с друзьями. Ёпта, он его сожрал! Жесть! Ну это прям Half-Life. Подпишитесь, пожалуйста, товарищи, подпишитесь. Ну реально, подпишитесь. Так. Ах ты тварь поганая. Убрал, блин. А, погоди. По-моему... О. А, блин, твою мать! Ошалеть. Блин, это, конечно, жестко, когда ты в темноте бродишь. Кстати, ты сюжет вообще тут улавливаешь, а то Ну столько да. диалогов, я уже забыл, что происходит в этом муравейнике. Ну, сюжет на самом деле он такой, как бы простой. Просто, типа, да, ну, грубо говоря, вчитываться надо. Гнилые истоки. Могу сейчас, типа, в общих чертах, как я понял, пояснить, что тут происходит. Смотрите. Так. После событий первой части, когда наша Хорнет падает без сил в конце, что-то в этом роде с ней происходит, ее, видимо, как раз-таки вот ловят какие-то вот странные жуки, которых мы никогда не видели. Они ее ложат в клетку и уносят в свою страну, грубо говоря, в свое королевство. После, когда на клетку садится какая-то бабочка белого цвета, которая, видимо, каким-то образом ослабила руны, которые были на клетке, наша Хорнет вдруг чувствует, что может использовать свои силы и вырывается из клетки. Далее, идея у него простая максимально. Что за хуйня? Что это было вообще? Кто это за ублюдки? Почему они меня поймали? Встречаем первый NPC, тот нам говорит: ну, это были ребята из Цитадели, типа. А где они, типа? Они там наверху. Ну, тогда я сейчас к ним пойду. И все, появляется наша первая и основная цель — добраться до Цитадели и все такое. И, короче, идет вот это вот приключение со всякими разными локациями, там прочее. И доходим мы до Цитадели. В Цитадели мы вдруг понимаем, ну и пока мы шли туда, тоже, в принципе, об этом много чего говорят, что, оказывается, в Цитадели вот эти вот, так сказать, небожители, вот эти вот привилегированные жуки, они баловались использованием нити. А нить эту, шелк, предоставлял какая-то сущность.
типа ткача. То есть паук. И нить это им давала бессмертие, она могла возрождать мертвых. И какое-то время они, ну, заебись себе прям жили. То есть у них там своя определенная репутация появилась. То, что там типа цитадели охуеть как прекрасно. Там люди живут вечно. И они там все время поют, и им заебись. Но, как я понимаю, случилось кое-что такое, что, видимо, овер дохуя народу использовала нити. Достаточное количество. И вот эта вот сущность, типа ткача, паук, она разом всех взяла и вот подчинила себе. И это явление называется наваждение. И считай, практически везде и всюду, вот в этом подземелье, вот вообще вот по всей этой карте, находится вся ее паутина, то тут, то там. И все вот эти вот пилигримы, жуки некоторые, они попадают как раз таки под влиянием этого наваждения и становятся безумны. И нападают на нормальных людей. Жесть. И как раз таки почему ее схватили? Потому что мы являемся тоже пауком. Вот наша героиня Хорнет, она является пауком. Она является даже не то что пауком, она является дочерью ткача и белого червя. Кстати, вот белая маска как раз таки от этого червя достался. В первой части там этот главный герой тоже был сыном белого червя. Ну, его называли белым королем. Еще кого-то, какой-то другой сущности он был, типа, точно не помню. Там какой-то жук какой-то другой был. Короче, какая-то какая-то другая жучиха была. И она прям... пожалуй, надо бы пройти сначала первую часть. Да. Ну, в общем, лор богатый. Они ебать напридумали тут интересно. И ты считай, знаешь, как тут устроен нарратив в этой игре, вот в Силксонге. Пока ты вот идешь просто за местью своей в вершине к цитадели, чтобы типа узнать, да чё за хуйня, хули вы меня поймали, ща я всем ебло разнесу. Ты проникаешься к местному населению, помогаешь им, там прочее. И помимо простой мести, у тебя еще и появляется мотивация тупо спасти это королевство. Потому что, ну, эта сущность, она охуела, типа. И помимо этого всего, ты еще тут, оказывается, встречаешь всякие разные руины, где как раз таки вот есть, как бы это сказать, древние катакомбы, руины, поселения, я не знаю, как это назвать, родственников, так сказать, Хорнет, вот эти вот ткачи. Они повымирали все, то ли что, но их очень мало осталось. То есть, по факту, есть некая сущность где-то тут, в цитадели. И есть еще одна живая сущность вот здесь, в ткачедоме Атла. Она сидит в капсуле, ее заточили, и она, не знаю, выйти не может, или еще что, но по факту там есть еще один паук. И она нас усиляет. Если мы становимся сильнее, она дает нам лучше понять свое наше естество паучиное, и от этого у нас идут всякие разные улучшения. Ну, по типу вот такого. То есть изначально она нам улучшила знак вот этот вот, охотница. После идут улучшения вот такие, что можно дополнительный амулет просто пермоментно поставить. А точнее, инструмент. Не знаю, как это будет правильно. И вот тут амулет. И там еще можно больше прокачаться. Я не знаю, что будет, но, видимо, дополнительно здесь будет ячейка под оружие, наверное.
В общем, как-то так. Тут очень много всяких таких вот историй по типу всякие разные разрушенные судьбы и так далее. Все эти фанатики, которые жили в Цитадели, видимо, поверили этому пауку, а паук их очень долгое время, ну, реально, типа там лечил, делал их бессмертными с помощью своего этого шелка. Но потом, типа, просто поняла, что ее влияние возросло до такой степени, что можно, в принципе, брать свое, и она сделала это. Но я так понимаю все происходящее здесь. И есть намеки на это во всяких разных типа записях о том, что, ну, например, в записях этого вот как раз таки вот в таких вот домах в ткаче домах имеются всякие разные записи. И вот, например, вот в этом доме была запись о том, что, ну, типа, ебать, мы были наивные, поверили, и теперь расплачиваемся за все это и так далее. Суть, видимо, такая... Гачи-домах. Но гачи-домах. Видимо, суть такая, что случилось следующее, я так понимаю. Эта сущность Извините. взяла, ушла, или там как-то убедила своих о том, что, типа, пора выйти к людям, так сказать, и так далее. Она... Или она убежала, и еще что, без понятия. Но суть, видимо, такая, что она, когда вот взяла своим влиянием всю Цитадель, какую-то там, видимо, мощь обрела в плане численности жуков и все такое. А те, видимо, взяли и задавили числом остальных пауков. То есть, видимо, идея была такая, что надо разъебать остальных моих сородичей, чтобы они вдруг не решили меня разъебать в ответ за то, что я такая охуевшая. Возможно, нанесла превентивный удар по своим сородичам, чтобы те, ну, случаем не нарушили ее планы. И это вполне себе, ну, вяжет с сюжетом, мне так кажется. Такое вполне может быть. Значит, да, пройду первый сдать шкалу. Да. Да, блять, ну это пиздец. Да, тут, конечно, далеко бегать нельзя. В суете тут погибнуть можно. Ну тебя раздавать явно надо. Сидишь, кайфуешь, а зумеры ноют, лал. Сложно. Так дело не в зумерах. Вот я что-то так и думал, что ты представляешь себе вот этих вот людей, которым эта игра является сложной, зумерами или там еще как-нибудь. Просто это буквально люди, ну, обычные люди, в том плане, что которые не играют в подобную игру. Просто не их жанр. Но, к сожалению, они почему-то подумали, что раз уж игра популярна, то они обязаны, ну, разработчики, подстроиться под массу и все. Ну, в этом суть.
Блин. Старая карта гнилых. О, найс. Окей. Окей. Бля. Сложные игры. Знаешь, сколько надо задонатить, чтобы пройти Candy Crush? Да. Да ты понимаешь, как сложно пройти Candy Crush? Блять, я ее нахуй столько денег в нее вложила, блин. А это, думаешь, просто? А? Думаешь, это просто, блядь? Козла, блядь. Финансово неграмотный, блядь. Ты столько не заребитываешь, сколько я туда вложила. Да-да-да. Холоп ёбаный. Лал? Бомж сраный играет свой Silksong. А ты попробуй, поиграть в Genshin Impact, блядь. Чё нахуй? Чё, сразу ебало скривилось, да? Денег нет играть его, да? Лал. Вот так вот и живем. Блять.
Да блять, ты охуела? Да я уже купила персонажа в Геншине, у них коллаб с этой нищуковой Hello Night. Да блять. Ох уж эти холивары, главное, что при крестовых походах не доходили. Ну, я этот холивар у себя в голове только что выдумал. Я не думаю, что это так. Ну, блин, отчасти так, конечно, учитывая, как у людей, которые не играют в такие игры, горит от того, что игра сложная. Ну, просто нереально, типа, хотят влиться в эту тему и все. В этом суть главная. Но они не могут, потому что игра сложная, и все. Отчасти их понять можно. Но не так, чтобы сильно. Все-таки сильно ебанутая идея у них. Ну, типа... Вон, вчера тоже у кого-то пригорело и Чарли Кирка пришибли, а человек просто говорил ртом. Пришибли Чарли Кирк. Кто это, ты о чем? Что за Чарли Кирк? Что с ним произошло? Вчера. О, венец чистоты. Ха. Непрочная повязка, сплетенная из тростника и листья, предназначена для отпугивания навозных личинок. Поврежденный венец можно починить во время отдыха. О, это же прям очень полезная штука. Да, неважно, блогер по сути. Не, а что он такого сказал, что его грохнули?
Что там такое случилось? Нихуя себе. Это Америка выступал как Трамп, только ему не в ухо влетело. Блять. Да ладно. Пристрелили человека при выступлении. Да, это у них что-то частенько какую-то частую практику превращается. Стрелять в выступающих. Да дофига сумасшедших людей просто. Да ладно, он типа умер. О, нихера. Вок. Жук не блоха, что тебе нужно от меня? Это место мое. Я за него сражался и честно его заслужил. Она блоха, нихуя себе. Я долго тут не задержусь, добрая блоха. И не собираюсь оспаривать ваше право на эту пещеру. Я встретил несколько ваших сородичей, объединившихся в караван. Может быть, вы подумаете о том, что присоединиться к ним? Шкура у вас, похоже, крепкая, а им, боюсь, в одиночку будет трудно выжить в этих землях. Караван? Я это мехом чувствовал. Что ж, пришло время перемен. Если караван уже близко, моя работа в этих землях, считаю, закончена. Ну а теперь, слишком много я наговорила. Оставь меня одну. Встретимся в караване среди добрых товарищей. Там я поделюсь своими знаниями о блохах и фарлами. Ну а до той поры мне нужен отдых. Уходи, жучиха. Блин, Блоха, ха-ха-ха, блоха. Но она блоха, да. Я много ее сородичей видел. Бля, пиздец, прикольно. Так, хорошо, хорошо. Так. Вот это да. Вот это да, просто. Это вот да. Так, ну что ж, пошли дальше. Пойдем прямо. Блин, как же я обалдею от исследования локаций в этой игре, это пиздец. Тупо нереальный балдеж. Так, и что тут у нас происходит? О, походу босс-файт ждет меня. Очень похоже на арену. Так, посмотрим, что у меня есть. Что у меня есть. Блин, парирование надо было брать. Ну да, ладно. О, сестры паучихи, Какой самый сложный босс для тебя пока был? Этих вот, сейчас подожди. Сестры паучихи, созерцайте течение этих вод, очищающих и соединяющих, словно рожденные в панцире шелк. Вспоминайте наше королевство спокойным и безмятежным.
Сложный. Но, по-моему... Ну, самый сложный босс, это, скорее всего, был... Этот... Да Жаба. просто тут задержка, сорян. Да ничего. Жаба. И потом последний судья, наверное. А остальные... Ну, по сути, наверное, были сложными, но у меня билд такой, и в основном мне везло очень даже. Поэтому остальных я убивал очень даже быстро. Но вот судья и этот жаба. Просто до них добираться очень сложно было. Там такой рут безумный, просто охереть может. Особенно у жабы. Это просто дурка была. О, ремесленный металл. Найс. Ну, тут как будто бы наверх. Но нету навыка, да? Блин, обидно. Надо будет сюда вернуться. Бля, угарное место. Офигеть. Я уже думал, сейчас кого-то встречу. Джески Файтанама будет, думал. Сейчас у меня средний сын, кстати, играет Mortal Kombat 9 часть. Капец, у меня средний сын всякие разные игры играет. Вот он прям будет такой среди остальных сыновей игровым экспертом. Да, на консоли играет. Некоторые игры играют на ПК. На ПК они в этот играют. Counter-Strike. Контру порубиться любит. Ходят, стреляет в мобов, точнее в ботов и людей. Шучу. Не в ботов. Как там было-то? 1,6. Нет, конечно. Ты че, упоротый, что ли? Нормальный КС-2. Киберспортсмены мелкие. Так. Бля. Ну, кстати, надо, да, вернуть, наверное, жучков. И так уж и быть, наверное, лучше вот это поставить. Так, теперь надо пойти в верхние палаты. Вспомнил, там второй страж нам
подкидывал какую-то задачу. Надо с ним увидеться. Второй страж. Интересный квест, наверное, будет. Вот он. О, новая локация. Fadastama. Я здесь за златотелой. Hirunare. Я думал, что иду на твой зов как друг, или, по крайней мере, союзник, но теперь стою тут рядом с тобой. Я ощущаю твое намерение. Ты намерен поднять на меня свои клинки. Неужели это враг? Защита священной цитадели голосов, что наполняет ее, вечный долг стражей. Уничтожение неминуемо учит всех тех, кто порабощен шепчущим шелком. Miofene. Так ты считаешь, я одержима власти бледных нитей? Мне казалось, ты более проницателен. Этот шелк принадлежит лишь мне, как и моя воля. Сей страж не уверен. Похоже, вы одновременно одержимы и невинны. С сожалением, этот страж должен испытать силу вашего духа. Блин. Ладно, крутой. Интересный. Но с ним надо иначе. Тут навык парирования надо брать. Блять, а че я застрял-то вообще? А, у меня джойстик. У меня джойстик сломан. Кто-то и думает, что я не управляю своим персонажем. Вторая попытка. Ну круто. Ваша воля чиста, а намерения прозрачны. На вас нет шелкового проклятия. Сей страж допустил ошибку, он готов принять ваш приговор. Разве это и впрямь ошибка, золототелый? Ты должен был испытать меня и сделал это. Меньшего я не ожидал от истинного стража. Конфликт исчерпан, в смерть нет необходимости. Поднимайтесь и давайте расстанемся как друзья. Круто. Примите этот символ Ордена Стражей. Расстанемся как друзья. Резерв для связывания. Круто. Резерв восстанавливается во время... Так, вычурные артефакты из цитадели, которые вмещают в себе достаточно для одного связывания количества шелка. Используется в тех случаях, когда требуется лечение, а естественные ресурсы организма исчерпаны. Не понял. Так, это надо проверить сейчас.
Крутая штука, походу. О, да ладно. Это же вообще прикольно. Так. И тут, наверное, я возьму вот это. Так, ну что, пришло время. Хотя... Пришло время. Блин, я что вспомнил? Пошли к блохам. Надо навестить блох. Так, ну-ка. Сейчас блох навестим. Там вот этот вот интересный воитель появился. Воинственная блоха. Заодно я у них прикуплю зелье. Зелье прикуплю. Так. О, вот она. Да, Финистра. Вновь приветствую вас, большая блоха. Из всех ваших сородичей вы единственный, в чьей способности добраться до этого каравана без целой и невредимой, я почти не сомневалась. Не поведаете ли вы мне о деле, что завело вас так далеко от остальной компании и стало причиной вашего столь грозного вида? Жук не блоха. Мое дело выслеживать по следу, запаху, своим острым чутьем, находить наших друзей-блошек, самых маленьких и беззащитных, дабы собрать их вместе и взрастить сильными. О-о-о. Катестре. Ежели чутье подскажет вам, где находятся потерявшиеся блохи, можете рассказать о них мне. Возможно, я смогу указать им безопасный путь каравана. Мои знания, они будут тебе кое-что чего стоить. Жук не блоха, бусины. Коли поделишься ими, расскажи, что почуяла. Работа у меня долгая и тяжкая, за нее я заслуживаю богатой награды. Ах ты, сука. Ну типа... Так. Ну меня... Ты за что? Ладно, накопим бабок. Накопим. Вы уже познакомились с ней? С Вок, нашей вдовой, новой дюжей спутницы. Она недавно вернулась после затянувшейся охоты. Мы с ней уже встречались, блошиный предводитель. Меня радует, что среди вас теперь есть сильная блоха, как она. Ваш караван крайне нуждается в надежной защите, а я слишком занята своими делами, чтобы обеспечить ее вам. О, мы бы никогда не осмелились вас обременять. К тому же теперь все изменилось к лучшему. Да, запах ее рисковат, а любовь к отвару безгранична. Однако ее навыки просто поразительны. Если поблизости окажутся хищники, ее мастерство придаст каравану гораздо больше уверенности. Окей, прикольно. Повезло вам, сударыня Хорнет, что у вас нет шерсти, как у нас. Песчаная пыль постоянно под нее забивалась. Ну давай. С возвращением, гневная моя Дадешна. Уверен, странствия утомили вас до крайности. О нет, я бы никогда не посмел взять бы по сплату. Давай, давай. Почилим. Так. Теперь. По сути, это охуенно. То есть, сейчас идея у нас такая. Надо накопить бабла и прийти сюда и купить местоположение всех блох. Всех блох найти. Это будет охуенно. Но я почему-то практически, вот прям практически уверен в том, что я нигде не пропустил блоху. Ну,
на нижних этажах, по крайней мере. Ну, может быть, не просто. Я там слишком тщательно все смотрел, как будто бы. Но могу ошибаться, конечно. Но я прям очень дотошно смотрелся. Так, сюда. Сейчас поохотимся на здоровенных этих стражей. Возьмем у них. Так, какой у нас квест еще был? Рыдающая мать. Выставить существующие так. Вот это я, конечно, пропустил. Тюрьма, блядь, да, в тюрьму надо пойти, пиздец. Я забыл об этом. Так. Хоровой плат. Так. Интересно. Плита. Ну, пошли. Кстати, надо бы поставить эту, чтобы больше... Блин, круто. Друган мой. Братишка. Так. Что я хотел поменять? Я хотел поменять... ну да. Она и так стоит. Все, хорошо. Мне пора. Спасибо за стрим. Давай, Муга. Пока. Спокойной ночи. Жесть кто-то стонет. Кому-то прям не очень хорошо. Так, но я лучше... Подожди, я сначала пойду сюда. У меня есть ключ отступника. Yes. Так, давай-ка тут засейвимся все-таки. Излишняя самоуверенность вредит. Особенно в этой игре.
Покаянник 8 из 12 облечен греховной непочтительности. Покаяние через заточение в цепях. Прощение будет даровано после смерти. Покаянник 2 из 4 облечен в греховной дисгармонии. Покаяние через безмолвие. Прощение будет даровано после смерти. Жесть какая. Покаянник 4 из 4 облечен в греховной немощи и болезни. Покаяние через поглощение. Прощение будет даровано после смерти. Покаянник 12 из 1 облечен в безымянном грехе. Покаяние через отвержение. Прощение не будет даровано никогда. Никогда. А, ты вновь принесла песню. Но на такого недостойного, как я, ты, пожалуй, простратишь ее напрасно. Вы не обязаны удовлетворять мое любопытство, если ты причиняет вам боль, но я все же должна спросить, за какое преступление или грех Цитадель вас заключила в темницу? Мой грех? О, я совершил тяжкий проступок, причинивший многим немалую боль. Но говорить о грехе значит накликать его вновь. Более я ничего не скажу. Если тяжесть грехов давит на тебя, ты можешь остаться здесь со мной для покаяния, сестра. Мне кажется, как будто надо долго играть для него. Ах, твоя песня. Столь долго я пребывал в тут безмолвие. Скажи, все ли песни теперь звучат так необыкновенно, или время притупило мой слух? Это искусство ново для меня, и мои навыки в нем пока не велики, но ваше признание мне приятно. Ах, какая красота, она буквально ранит мои утомленные чувства. Возможно, однако, эта боль лишь часть моего покаяния. Продолжай играть, ладно, я попробую тебе подпевать. Прости, если голос мой слишком огрубил. Манящий вниз благословенный зов, сестры согласия, безмолвие в вышине, из пустоши, из тьмы, голоса молящие, сестры согласия, грех, грех, безмолвие в вышине, манящий вниз благословенный зов, из пустоши, из тьмы, голоса молящие, сестры согласия. Грех, грех, безмолвие в вышине, из пустоши, из тьмы. Если тяжесть грехов, окей. Ну все. Nice duet. Так. Ну где этот сраный нытик? Надо его разъебать, по-моему.
Это же он ноет, наверное. Хотя нет, погодите-ка. А, постой. Угу. Увидел. Чук-чук. Да ёбаный. Еретик. Нормально так вот тут бусим. Просто тупик. О! Покаянник первый из первых облечен в греховном отступничестве. Покаяние через стеснение. Прощение невозможно. Ух ты. Ё-моё. Я кого-то очень злого собираюсь отпустить, да? Полукровка из далекой земли, в этой клетке томилась я в ожидании. Да будет моя сила неразрывно связана с твоей. Верни будущее нашему проклятому королевству. Первая грешница, ничего. Ай, да ладно. Крутая, крутая. Нифига себе, прямо у ее порога? Она настолько сильная? Вот это интересно. Ну, понеслась.
Ништяк. Вторая. И вторая фаза. Это дерьмо лечится, ничего себе. Глупо. Фаза. Третья будет? Нет. Победил со второй попытки. Хорошо. Еретичка. Пойдите первую грешницу и становитесь связь с ее силой. Ну-ка. 8,2. Так, круто. Интересно. Она нарекла нас дочерями, божественными созданиями. Это была ложь. Ёб твою мать, ярость рун. Вышивание на врагах рун из пламенного шелка. Умение с шелком можно... О, это прямо на страннике моем? Да? А, ну, типа, окей. Забытая техника вышивания на врагах, разрывающих их тела руны. Окей, окей. Найс, найс. А я как пришел? А, вспомнил. Так, а тут внизу что? Понял.
О, фигурка ткача. Окей. О. Так, хорошо. Ну, в принципе, теперь можно ну да, подняться наверх. Пойдем. Ошалеть. Так, хорошо. Так. Отлично. Осталось последнее. Маленький, маленький кусочек не хватает. Кусочка не хватает.
Ничего себе. Муха. Матерь рода. Да ладно. Жестко. Сейчас придумал. А, ну ни хера себе. Вторая попытка. Глаз матери рода. Это ее как боженька просто. Так, и что там? Ага, просто доказательство того, что мы ее убили. Да, спасибо. Как бог муху раздавил. Или как там? Как тапок муху. Так, ладно. Это все замечательно, конечно. Так, смотрим, что там. Да, родающая мать. Сделано. Теперь полетели сдавать миссию. И пойдем на основу. Вроде бы, вот прям из того, что помню, вроде бы сделали. Ну, по карте имеется в виду, из того, что помню. Вроде сделан. А, вот осталось, да. Пески Карака. Ну, я не думаю. Там еще у нас, по идее, впереди еще третий акт имеется. Приколяете? У нас, по идее, впереди еще есть третий акт.
Сейчас мы находимся на втором. А, бля, что вспомнил, куда надо пойти. Надо сдать этот древность. У меня же вот эта вот штука появилась. Вот это. Там, наверное, что-то интересное написано. Надо будет прочесть. Класс матери воды. Рыдающая мать. Желание исполнено. Тяжелые четкие ожерелья. Найс, найс. Окей. Там наверху ты сделала доброе, дело милое. Спасла меня от тех визгливых стай. Очень даже давно не встречал таких поступков. Я как раз вернулся с кучей самых разных диковинных. Взгляни-ка, может, что-то из моих находок как раз не придется по вкусу. Ну, ни хера себе, между прочим. Обломок катушки наполовину получил. Паучья струна. Держи ее, когда играешь музыку, и в скорости поймешь, как она работает. Эта штука усиливает мелодию. Welcome to home, Тата. И в скорости поймешь, как она работает. Эта штука усиливает мелодию. Some stations. А, о май гад. And? It's midnight. Если I am планируешь... in airport. And you can go back or not? Короче, эти паучьи струны, походу, брать надо. Походу, имбовая вещь. И вот они теперь валяются тут. О, бога, последний-то тут создала. Бога я, блин. I am charging phone now. I would call taxi soon waste $50. It's really bad. But okay. Actually. Most important thing is you okay. А, вспомнил. It's the list. Today is get salary. А, ну да. Так, все. Вот сюда надо. Угу. Да, сейчас приду. Ой. I supported to buy no keyboard, but need to give up.
I support to buy a new keyboard, but need to give up. What do you mean? You think about buying keyboard, but now you can do it? Нихера себе. Охереть, насколько мощная эта херня. Да ладно. Класс. Хм. Много есть, хорошо. О, мой славный господин. Есть, есть. Еда, мяса много, вы лучший из нас. Есть питаться. Я все табада. Понял. А. Нормально.
Ну-ка. Бэнг баунс, бэнг баунс, бэнг баунс. Ну, это было круто. Куча народу сразу это вот. Так, хорошо. Так, и обратно. И вместо этой темы я лучше поставлю вот эту. Все-таки имбовая штука. Да, я намного эффективнее. Нормально так, уже 400 набрал. Видимо, есть некий множитель, я так понимаю, который увеличивается за счет того, ну, сколько противников ты убил, не получая урона. Или мне кажется. Сейчас 55 был. $55. Окей. Ну, в принципе, цена, ну, точнее, одинаковая. $608. Так. Я, по-моему, что-то могу купить.
Причем очень даже неплохое кое-что. Я думаю... Класс. О, уже 1000. Найс. Так. Материал. Так, обломок катушки возьмем. Материальчик куплю. Ага, отлично. Теперь. Но путей великое множество, куда пойти. Можно на самом деле сюда пойти. Но это далеко. Ну, давайте тут так уж и быть, и к главному механизму пойдем. А, нихуя. А там в верхних палатах, оказывается. Ну ладно. А, да ладно. Как тут все интересно устроено. Итак, тут мы не были.
Да, блин. Да бля. Ласту. О.
Так. Вот это да, вот это да. Жестко. Мелодия архитектора. Одна... Ага. Офигеть. Угу. Прикольно. Бля. О, боже. Ну хотя бы. Угу. Окей. Так, немного хочется заморочиться. И сходить кое-куда. Ну, потом, я думаю, буду фармить деньги для того, чтобы все купить на свете. Здесь хорошо фармить получается. Сейчас мы идем
Как там? Звонвиль? Да. Модела. Финел. Сударыня-странница, благодаря вашим доблестным усилиям наш маленький городок вновь обретает прежний облик. Дома отстроены, а площадь засияла ярче прежнего. Хазбин? Я тоже заметил перемены, Пава. Приятно знать, что мои усилия не были напрасны. Воистину, ваша щедрость пример для других. Теперь мы отчаянно нуждаемся лишь в одном. В жуках. Что за город без жителей? Старость, нужда, та неумолимая нить напасти обрушиваются на Звонвиль одна за другой. Теперь тут остались лишь те немногие, кого видели. В знак признательности за ваше благородное старание в качестве скромного шага к решению этой проблемы я решил преподнести вам грандиозный дар. Отдельный звонкий дом. О, мне дом дали. Теперь у вас всегда будет место для размышлений, еще ложе для отдыха. Он вон там наверху, рядом с домом нашего славного булавника. Федастана. Я не планировал здесь обосноваться, Пава, но пока мои дела в Фарлуме не закончены, и свое жилище может оказаться весьма кстати. Ну, конечно, конечно. Вы безмерно вдохновляете нас своей стойкостью. Если вновь нагрянет беда, не повредит иметь доблестного воина по соседству. Ключ от звонкого дома. Прикольно. Яйцо королевы. Venera. Ой, я чуть пропитан запахом прошлого. Так, да, держи. Это отлично, пишет в мою коллекцию. Окей, найс. Так, резное изваяние Атлы, ткача времени, на котором начертана молитва. Милостью примера твоего и нашей истории, кою мы храним в сердцах, песня наша звучит для тебя, ибо свято имя твое. Славься вовек, о ткач Атла. Последний эдикт проводников, приказ для хора. И вот вечность жива. Пошел я гулять. Давай, спасибо, что заходил. Я скоро закончу, наверное. Мы приветствуем сей облик последний, циферблата и ротор сотворенный, коему душа с радостью отдана. Глаз безупречен и непоколебим. Иди тоже отдыхай, завтра лучше запустишь. Но... Ну-ка. Круто. Еще можно наточить оружие. Нихуя себе. Так, ну чё, заходим в наш дом, ребята. О, получите свой собственный звонкий дом. Классно. Собрать материю. О, шелк. Тонкая нить, созданная из души ее создателя, высоко ценится благодаря своей удивительной прочности и мистическим свойствам. С помощью шелка лечит раны, продлевает жизнь и плетут мощные руны. Затвердевшие фрагменты панциря и костей служат материалом для изготовления инструментов и ловушек. Бусины для четок, вырезанные из разных материалов, служат символом веры, а также используются в качестве валюты. На каждой из них выгравирован тонкий узор. Панцирные бусины. Эти бусины вырезаны из отполированных кусков панциря. За счет более качественного материала они ценятся выше. Жемчужные бусины. Сверкающая жемчужина с тончайшей резьбой. Самые редкие дорогие бусины для четок во всем Фарлуме. Йоу.
Прикольно. Обо всем этом можно почитать. Финел Пинек. Если посчитать, что в вашем звонком доме пустовато, обязательно зайдите к Фрейе. Она, как известно, собирает всевозможные изысканные предметы интерьера. Недолгому гостю пилигриму этот товар ни к чему, а вот новому жителю как раз поможет превратить колокол в уютный дом. А, да ладно. Так, что ж, добро пожаловать в ряды горожан. Надеюсь, новый дом придется по вкусу. Magina Fora. Да, сударыня, у этого колокола превосходная ковка. Повезло, что у меня есть столь безопасное место для отдыха. Пусть даже мое пребывание здесь может быть и недолгим. Сколько бы оно ни продлилось, и я приобрела несколько прекрасных товаров, которые сделают ваш дом уютнее. Всякой шушере, что болтается туда-сюда, их не видать. Но жители Звонвилля заслуживают самого лучшего. Шушере. Лак. Интересно. Так, сейчас я лучше, знаете, к этому, к ворам пойду. А, нет, блядь. Блохи. Чё вспомнил? Блохи. Hashma. Я все отметил на твоей карте, жучих. Обратись к ней, дабы узнать, где на этих землях искать заблудившийся блох. Если ты и правда так отважен, как рассказывают наши, отыщи их, спаси ради всего каравана. Бля, не нашел. Вот тут еще один. Вот там. А, нихера их много. Вот тут еще один. В Желчеграде. Сука, там целых 3. Да ладно, и тут тоже есть. В глубоких доках. Ну тут да, тут нет. Но в глубоких доках целых 2. Ау!
И как я такого пропустил? Да, классно. Все. Так. Ага. Тут все. Там есть. Так, у плиты есть еще. Ну раз уж я тут, в гору фей, наверное, пойдем.
Ошалеть. Все. Так, остались блохи. А, прям там. Ага. Так, сколько? Раз, два, три. 4. 4 блохи осталось. А, и 5. 5 блох. Блин, так напоследок надо бы... Давай-ка напоследок. И для начала, наверное, поменяю силу на эту. Хотя нет. Наоборот, наверное. Хотя я хз, давай лучше это. Времена сейчас суровые, так что свежий припас всегда, кстати, жуки приходят сюда. Ага. Леди, мои чувства трепещут, вы еще больше вышли за границы доступного обычному мужику. Позвольте мне вновь взглянуть на вашу природу, дабы я могла понять все более ясно. Ну нихера.
Еще сильнее. Ударяя врагов несколько раз подряд, вы обретаете концентрацию, которая делает ваши атаки иглой опаснее. Повышайте концентрацию, нанося больше ударов, от чего ваши атаки будут становиться еще смертельнее. Ничего себе. Леди, если за время странствия вам удастся сильнее раскрыть вашу природу. Янара. Миофене. Так, посмотрим. Блин, не скликнул. Hello, babe. А где эта концентрация? Увидел. Индикатор, кажется, есть.
Скорошелковые анклеты. Да ладно. Увеличение скорости бега. О, чего? Ну нихера. Охереть, она шустрая теперь. Прикольно. Ладно, пора закончить. О. Да, прям хорошо сегодня. Нормально. Четко поиграли. Офигенски, офигенски. Ну все, ребят. Всем спасибо, кто был. Увидимся на следующем стриме. Спасибо, что заходили пообщаться, посмотреть. Всем пока.